Раки, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на 2023 год. Мы уже просто семимильными шагами врываемся в новое время, в новую эпоху, фактически можно сказать так, потому что так, как было прежде, уже не будет. Об этом даже свидетельствует аркан года, аркан колесница. Это будут переезды, это будут смены места жительства, это будут кардинальные геополитические перемены. Но посмотрим, чем это ознаменуется у вас и что вам принесет год черного водяного кролика. Помогут мне сегодня в этом настоящее черное таро, а также таро легенд, колоды, на которых мы будем смотреть. На этой колоде я буду смотреть общие энергии той либо иной сферы, а на второй колоде буду раскрывать и дополнять вам информацию. Надеюсь, вы готовы? Поехали! Итак, что же вас ожидает в сфере бизнеса и работы? У вас здесь ложится аркан суд. Карта восстановления, карта в какой-то степени смены места деятельности, либо сферы деятельности, потому что во многом, у меня на практике так часто показывает, императрица и суд всегда указывают либо по-новому возродить ваше дело, либо вообще перейти в новую стезю. Смотрим, что же будет у вас. Итак, здесь мы видим Верховную Жрицу, Рыцарь Чаш и Королева Жезлов. Для вас это в первую очередь может идти ситуация, когда вы прислушаетесь к себе. Потому что жрица – это не просто для кого-то углубление в эзотерику. Хотя действительно труба зовет, у кого-то может открыться потенциал, проснуться родовые задатки, и вы можете реализовывать себя в этом аспекте, в этом плане. В первую очередь, конечно же, подфартит у нас тем, кто реализован в эзотерике, реализован в медицине, реализован и работает на каких-то закрытых предприятиях, либо, может быть, в секретных организациях, то у вас здесь идет успех, идет карьерный рост, идет прорыв. Ну и, конечно, для вас это как улучшение качества жизни и улучшение ваших финансовых возможностей. Для всех остальных это услышать себя. И по рыцарю чаши королеве жезлов это обрести свое призвание. Потому что здесь уже, знаете, не то, чтобы идти на сделку с совестью, а услышать и прийти к кардинальным переменам. Поэтому многие в угоду себе и, наконец-то, своему «я» будут менять нишу, будут менять сферу деятельности. Смотрим, что же вас ожидает с точки зрения финансов. Какова здесь ситуация? По аркану мир. Слушайте, у вас прям как у близнецов. Мир – это всегда возможности, это новый старт, это переход на новый уровень дохода. Для вас, конечно же, благоприятный. Это заработок через интернет. Но вместе с тем у кого-то здесь могут быть колоссальные траты, связанные с переездом, со сменой места жительства, с перемещениями. Причем это может быть как в рамках вашей страны, в большинстве, конечно же, мир у нас указывает на вопросы иммиграции. Поэтому траты будут сопряжены с этим. Но посмотрим, как по факту. О чем же у нас здесь идет речь? О чем здесь идет речь? Паш чаш, король жезлов и, как мы видим, шестерка чаш. Так, карты двора и карты прошлого. Итак, финансовая ситуация будет стабильная. Почему? Потому что по шестерке чаш кто-то может вернуться к комфортной зоне того подъема, который у вас был ранее. Причем траты на удовольствие, траты на детей, на ваших близких, на ваших внуков. И по королю жезлов это траты на какие-то ваши высоко идущие, далеко идущие планы. Хоть и это карты двора, здесь может проходить вам материальная помощь со стороны мужчины, короля жезлов. Причем это справедливо и для мужчин в том числе. Допустим, для кого-то это может быть бывший бизнес-партнер, для кого-то бывший партнер, бывший коллега. То есть человек, который вам может помочь начать по-новому зарабатывать, ввести вас в какое-то дело, в какой-то проект, либо дать подсказку, какую-то мотивацию. Потому что по этим картам это благосостояние, это рост уровня доходов. Но и опять же шестерка чаш во многом у нас указывает на вопросы получения наследства. Не обязательно для этого должны умереть родственники, это могут быть вопросы дарственной, знаете, как переписать на вас имущество. Но мир – это новый шанс, это новые перспективы, это новые возможности, поэтому цепляйтесь за них, хватайтесь за них. Что вас ожидает с точки зрения состояния здоровья? Жрец.
Ну вот жрец на здоровье не очень хорошая карта. Хотя она позитивна в том плане, что идет эффективная методика лечения, правильная диагностика, но в любом случае это у нас карта врача. Причем, которая отвечает за традиционные методы лечения. Будем смотреть, что же здесь. Чем вы там будете заниматься, на что будете обращать внимание. Двойка пентаклей, король мечей. Две карты пошли, я две и достану. Двойка жезлов и тройка жезлов. К сожалению, здесь на повестке дня будут идти воспалительные процессы, связанные они с почками. Даже если вас никогда этот момент не волновал, держите все-таки это в голове, держите это на контроле. И при малейших каких-то намоганиях обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. У кого же это является хронической проблемой, то займитесь этим, не откладывая ситуацию в долгий ящик, потому что это может привести впоследствии к отекам, к нарушению кровотока, лимфотока. Опять же, потом, если еще, не дай бог, будет нарушена работа надпочечников, это будет влиять и на гормональный фон. Своевременный чекап-лист поможет не только выявить эту проблему, но и впоследствии ее устранить. Потому что двойка пентаклей это не только там само образование песка или камней. Это, в принципе, нарушение работы почек. Это могут быть воспалительные процессы и, опять же, нарушение работы надпочечников. Поэтому здесь, пожалуйста, очень внимательно. Что у вас по вопросам личной жизни? Какова здесь ситуация? Башня. Что-то вы здесь будете сметать на своем пути, крушить старое и входить в новое. Конечно же, для кого-то башня может иметь аспект гнездования. Сейчас объясню почему. Потому что башня, несмотря на все какие-то негативные значения, это все-таки еще карта недвижимости, обустройства, желание видеть гнездо, стремиться к созданию уюта и комфорта. Но так ли это? Мы сейчас посмотрим и раскроем при помощи дополнительной колоды. Так. Рыцарь мечей, дурак. И у нас здесь падает семерка пентаклей. Я могу сказать, что здесь действительно будете отсекать те старые связи, которые себя уже исчерпали, и уходить в новое. Потому что слишком долго ждали. Ожидания здесь были напрасными. То есть люди не менялись, ситуации не менялись, обстоятельства не менялись. Поэтому так сложится у вас событийный ряд, что с кем-то будете расставаться на какой-то болезненной ноте, отсекать сами по рыцарю мечей. Но для некоторых это будет связано с геополитической ситуацией, когда вы вынуждены будете разъехаться, и знаете, как ваши пути дорожки разойдутся. Потому что, еще раз, дурак, семерка пентаклей, закрывать старое, которое не приносит результата, и уходить в новое. Причем, видите, счастливое новое, потому что по солнцу наконец-то свобода, легкость и обретение бытового партнерства, к которому вы стремились. Но именно построение новых связей, если смотреть в целом, это уже будет ближе к концу 2023 года. Здесь пока, говорю, делать зачистку почвы. Неожиданные события. Что вас ждет в рамках 2023 года? Дьявол. Ну вы ж мои хорошие. Вопросы искушений. С чем вы тут будете бороться? Со своими зависимостями или со своими пороками? Будем сейчас это прояснять. Так, что у вас здесь по дьяволу? Тройка чаш, восьмерка пентаклей и туз мечей. Какая интересная карта. Еще одну колоду, видите, император. Итак, для многих это бороться со своими пороками. Если вы были в любовных треугольниках и ситуация была затяжная, и вы пытались здесь работать над собой, что-то менять, тут уже ставить вопрос ребром. Отсекать эти зависимости. И если были зависимости пищевого характера, то есть зависимости от еды, зависимости от алкоголя, это может быть и табакокурение, и наркотическая зависимость, это будет очень тяжелая работа над собой, чтобы вот эту ситуацию отсечь и по императору, там дном колоды, стабилизировать жизненные процессы. Еще, опять же, по дьяволу. Для кого-то это будет активная борьба с вашим трудоголизмом, когда вы всего себя или всю себя посвящали карьера, бизнес, то есть не было времени на семью, на детей, на знакомых, на родственников, на близких. Здесь наконец-то расставлять приоритеты. Тут не вопрос гнаться за деньгами, а здесь
знаете, как научиться работать в удовольствии, и тогда деньги будут к вам приходить большим потоком, легким потоком, в радость. И вы сможете закрывать свои финансовые обязательства, которые перед вами стоят. То есть кредиты, суды, рассрочки, потому что, видите, опять же, по дьяволу созависимые ситуации. Опять же, если очень часто были проблемы с деньгами, ну, допустим, не хватало ресурсов, то здесь это обучаться финансовой грамотности, и по 8 пентаклей это внедрять в свою жизнь. Это вопросы ведения бюджета, сопоставлять доходы с расходами, грамотно инвестировать и, в принципе, грамотно распоряжаться вашими ресурсами. Соответственно, это приведет к тому, что вы начнете больше зарабатывать. Это будет даваться вам непросто, но тем не менее это будет крайне эффективным. Так, смотрим, что от вас уйдет в рамках 2023 года. Что уйдет по аркану император. Здесь уйдет какой-либо мужчина. То есть с кем-то вы будете обрывать отношения. Это однозначно. Почему? Потому что, давайте объясню так. Это может быть отец, друг, кум, брат, сват, ваш партнер. Это может быть разорвать отношения даже с вашим руководителем. Но помимо всего прочего, император, это, если смотреть в таком глобальном смысле, это может уйти структура. То есть, допустим, вы жили в рамках одной страны, будете жить, знаете, вообще будет все переформатировано, будет, знаете, как новая власть. Посмотрим, так ли это. Сейчас посмотрим, что подразумевает собой этот аркан император, что будет уходить. Так, двойка мечей. Рыцарь жезлов и падает четверка чаш. Уходит отчаяние, уходит застой, уходят закрытые возможности и бесперспективные товарищи. Это все-таки говорит больше о социальном плане. Отрезать тех людей, которые тянут вас на дно. Вас не верят, вас обесценивают, вас как личности, либо пытаются понизить вашу самооценку. Закрыть этих товарищей в своей жизни. Потому что дно колоды, королева пентаклей, это понятно, что это не ваша карта, не ваша стихия, не ваша стезя. Но осознать свою ценность, свою значимость, свое достоинство и не размениваться на кого ни попадя. Будь то просто, говорю, друзья, знакомые, коллеги и так далее. То есть, знаете, как не быть рядом с теми людьми, которые не дают вам развития. Что придет в вашу жизнь? По аркану звезда. Известность, для кого-то медийность, исполнение мечты, исполнение цели, исполнение задачи. Карта шикарная, потому что во многом она говорит о достижении какого-то пункта, идеала, к которому вы стремились. Может, вы какие-то планы себе прописали на 2023 год, или они просто у вас были долгосрочного характера и тянулись тоненькой нитью с предыдущих лет. То здесь как раз идет завершение этих процессов, то есть достичь результата. А мы посмотрим, в чем именно. Так, в чем именно здесь будет? Четверка мечей, туз чаш и девятка мечей. Мои хорошие, но для вас это в первую очередь закрыть психоэмоциональные травмы, психологические травмы, травмы прошлого. Проработать и избавиться от панических атак, от чувства тревоги, от, знаете, как бессознательных, нестабильных психоэмоциональных состояний. Опять же, поставить на паузу зависимость эмоциональную от кого-либо, пищевую, алкогольную. То есть и не бояться, что вы можете сорваться, не пуститься во все тяжкие и заново вступить на этот неправильный и неверный путь. Это благо. Особенно если, допустим, у кого-то были деструктивные программы, то это эффективные вопросы чисток. И, как следствие, защиты. То есть снять все то, что вас блокировало, что не давало вам развиваться, что не давало вам двигаться вперед. Смотрим теперь, какова у вас карта года. Карта года. Маг. Но она действительно как подытоживает все вышесказанное, потому что по аркану маг это будь хозяином своей жизни. Как наверху, так и внизу. Это контроль, это реализация задуманного вами. Но помните основной принцип. Маг – это что посеешь, что и пожнешь. Потому что, видите, лемниската. Закон баланса энергии, знак бесконечности. Но вместе с этим, какие усилия приложил, то и получил.
Если вы хотите каких-то кардинальных знаковых изменений, выхода в вашей жизни на новый уровень, прикладывайте по максимуму усилий. Активно вмешивайтесь во все ваши жизненные процессы. Не пускайте это на самотек, не давайте это на реализацию каких-то третьих лиц. Контролируйте все сами, ведите себя сами по жизни. И тогда вы добьетесь больших успехов, больших результатов. Я, конечно же, раскрою, о чем вам говорит этот аркан. Какую дополнительную информацию он с собой несет. Так, что у вас здесь? Башня, повешенный и шестерка пентаклей. Ну, смотрите, здесь за первооснову вот прям напрашивается сама по себе информация. Если были деструктивные программы, это обратиться за помощью к специалисту, потому что башня, повешенный, шестерка пентаклей. Просить помощи у эксперта, который поможет эти программы разрушить. Дальше. Здесь еще может быть ситуация по принципу спасения утопающего, дело рук самого утопающего. Возьми себя в руки, разрушай старые программы. Не можешь сам, проси помощи, не стесняйся. Обращайся к врачам, к экспертам, к специалистам. Если ты застрял в трясине психоэмоциональных переживаний, являешься заложником ситуаций, тех процессов, которые тебя разрушают, говорю, будь то переедание, алкоголь, табакокурение, игромания, да все что угодно, просите, и вам откроют, знаете, как стучите. Само оно в руки не придет. Вы должны проявить какой-то импульс, какие-то действия. И тогда вам действительно окажут эту помощь, эту поддержку. Опять же, маг у нас сам по себе аркан получения навыков, опыта, знаний, реализации. Для многих это разрушит старый образ жизни, попросить помощи у тех, кто, допустим, на социальную ступеньку выше вас, дотянуться до этого уровня. То есть перенимать опыт, навыки, жизненные какие-то особенности других людей, тянуться за этим и быть экспертом в своей жизни. Смотрим еще здесь совет. Что в плане совета у вас? Вот если выполните то, о чем вам говорят карты, даже совет. Совет – это баланс. Найди баланс и гармонию в жизни. Создай эту гармонию в жизни. А каким образом создать? Карты вам уже сказали. То есть во всем должно быть равенство. И когда вы этого равенства достигнете, этой гармонии, этого баланса, вы будете фактически бесконечно счастливы. Смотрим. Еще раскрываем здесь совет, эту рекомендацию. Так, император, десятка мечей и отшельник. Смотрите, у вас действительно для того, чтобы обрести баланс и комфорт в жизни, нужно кого-то отсечь, забыть, поставить жирную точку. Для кого-то мужчина, для кого-то отец, который может отравлять, являться тираном, брат, который самоутверждается, мужчина-абьюзер, который, знаете, юзает вас по полной. Не бойтесь одиночества, не бойтесь стать на неверный путь. Именно осознание собственной важности и ценности кардинальным образом поменяет вашу жизнь. Особенно отсечение тех людей, которые в вас не видели значимость, сокровище, ценность. Это справедливо как для мужчин, так и для женщин. Потому что для мужчин по этим картам это устранить из своего окружения тех друзей, в кавычках, да, которые, по сути, вас используют в своих целях. Это закрыть гештальт с отцом, с дедом, с братом. Люди, которые, опять же, в вас не верили, вас обесценивали, вас, может быть, унижали, в какой-то степени гнобили. У каждого здесь по-разному. То есть закрывать для себя эту ситуацию. Вот таким вышел у вас расклад на 2023 год. Но это еще не все. Сейчас я знаю, что вы привыкли к тому, что я запечатываю, закрываю желание. Но это я хочу сделать в следующем видео. А на данном этапе прошу вас подумать о том желании, о тех планах, которые вы хотели бы реализовать в 2023 году. Можете выбрать какое-то одно конкретное. И я сейчас разложу карты, исполнится ли оно у вас или нет. То есть на что вам рассчитывать. Может, вам вообще нужно переключить внимание на какие-то другие вопросы. Итак, настраивайтесь. И мы с вами посмотрим. Итак. Раки. Раки. Исполнится ли желаемое вами
в 2023 году. Какова здесь будет ситуация? Ой, что-то вы здесь много нажелали, вы такие товарищи максималисты. Вы знаете, я говорю, Фима, подари мне, пожалуйста, шубу, и чтоб в той шубе во всех карманах бриллиантовые сережки. Так вот это у вас. Хорошо, все-таки давайте. Задумали какое-то одно, основное, не все сразу, одно. Осуществится ли? Осуществится. Особенно, если это касается верного в жизни выбора, касается партнерских отношений, построения новых отношений, касается личной жизни, потому что даже дно колоды у вас падает 6 жезлов. Это карта победы, карта триумфа. И, как вы знаете, во многих толковниках это все-таки карта брака и венчания. Поэтому, мои хорошие, счастливого вам года. Не забудьте в течение года писать, если у вас отыгрываются уже какие-то события, черкнуть пару строк. Ну и, конечно же, написать мне по прошествии периода. Я же в первом закрепленном мною комментарии вам еще оставлю ссылку на прогноз 2022 года, чтобы вы могли просмотреть, сопоставить, проанализировать, написать свои выводы. Смотрите также по асценденту, потому что в большинстве случаев, особенно если вы переезжаете, у вас может смещаться ваш асцендент. Это зависит от релокации, от вашего местонахождения. Поэтому всех вам благ. Пусть этот год для вас будет самым благодатным. Я вас люблю, вас целую и до новых видео.